После тяжелого трудового дня офицер Картер направился домой. Проходя мимо торгового центра, он наткнулся на зрелище, которое тронуло его до глубины души. В укромном уголке парковки одиноко сидела крошечная фигурка, едва достигшая 5-летнего возраста, казавшаяся обиженной на весь мир. Его охватило дурное предчувствие, когда он осторожно приблизился и опустился на один уровень с ней. Со слезами на глазах маленькая девочка посмотрела на офицера и прошептала: «Мама не хочет, чтобы я была дома». Картер старался уравновесить мягкость с растущим беспокойством, которое грызло его. Неужели она действительно одинока? Он отбросил эту мысль, цепляясь за веру в то, что ее родители просто сами заблудились. «Давай зайдем в помещение, хорошо?» Он протянул руку, и они вместе вошли в оживленный торговый центр. Добравшись до диспетчерской, он рассказал о ситуации сотруднику службы безопасности. По зданию разнеслось объявление, призывающее родителей Мэгги выйти на связь. В глазах офицера мелькнула искра надежды, но она быстро погасла при виде того, как лицо Мэгги исказилось от отчаяния. «Нет, мама не хочет, чтобы я была с ней», — повторила она едва слышным шепотом. Безмолвный обмен репликами заполнил комнату, выражая общую неуверенность между офицером полиции и сотрудником службы безопасности. Они решили подождать, и объявление повторилось еще раз. Тем не менее, коридоры оставались пустыми, камеры наблюдения не показывали ничего, кроме пустынных проходов. Приближалось время закрытия торгового центра, и они осознали всю тяжесть ситуации. Картер умело отвлек внимание Мэгги, превратив их прогулку до участка полиции в увлекательную игру в считалки, в которой они узнавали каждую желтую машину, с которой сталкивались. По прибытии Мишель, коллега Картера, показалась ему идеальной кандидатурой для того, чтобы обеспечить Мэгги комфорт. Упоминание о плюшевых игрушках в кабинете Мишель вызвало неподдельный восторг у Мэгги, позволив Картеру полностью сосредоточиться на поисках ее родителей. Несмотря на тщательный поиск по базам данных и заявлениям о пропаже людей, Картер не нашел никаких зацепок. Ему нужно было копать глубже, перебирая те редкие улики, которыми он располагал. Повторно изучив записи камер наблюдения, он расширил поиск, тщательно изучая каждый кадр в поисках даже самых слабых признаков общения с Мэгги. Руководствуясь ее загадочными словами, Картер приступил к миссии по обнаружению неуловимого дома с синими дверями. Он забирался в забытые уголки города, неустанно выискивая глазами этот уникальный оттенок синего. Его неустанные поиски принесли свои плоды. Вот он, дом с голубыми дверями, в точности такой, как описывала Мэгги. Но картина, с которой он столкнулся, разрушила представление о теплом, гостеприимном убежище. Дом стоял заброшенный, окна были заколочены, сад зарос сорняками. Войдя внутрь, Картер был встречен оглушительной тишиной. Каждая комната напоминала о запущенности облупившейся краски и покрытых пылью поверхностях, рисующих яркую картину бурлящей жизни, которая когда-то наполняла это ныне устрашающе тихое помещение. Улики указывали на поспешный отъезд, намекающий на историю, пропитанную срочностью и, возможно, отчаянием. Эти мысли оставили Картера с растущим списком вопросов, на которые у него не было ответов. Что послужило причиной такого решительного шага? Были ли финансовые и социальные проблемы, о которых упоминали соседи? Эти темные фрагменты прошлого еще больше усложнили ситуацию, сделав ее еще более душераздирающей. Следующий шаг Картера привел его к пыльному почтовому ящику возле заброшенного дома. Он скрупулезно просматривал каждое письмо, старательно записывая отправителей. Среди разнообразной почты внимание Картера привлекло одно особое письмо — несколько писем из местного приюта. Сами письма оказались душераздирающим откровением.
Они представляли собой смесь официальных документов и личных просьб о помощи, рисующих полную картину отчаяния матери Мэгги. В них подтверждалось, что она обращалась в приют за советом и поддержкой. Она писала о своем слабеющем здоровье, подчеркивая свою неспособность заботиться о Мэгги в одиночку. Каждая строчка была наполнена тревогой, отчаянной мольбой матери защитить своего ребенка. С помощью сотрудников приюта Картер собрал воедино трагическую головоломку. Столкнувшись с ухудшающимся состоянием здоровья и ограниченными возможностями, мать Мэгги приняла мучительное решение оставить дочь в торговом центре. В порыве отчаянной любви она надеялась, что кто-нибудь найдет Мэгги и обеспечит ей лучшее будущее. Сотрудники приюта располагали ограниченной информацией об отце Мэгги, но то, что они знали, было далеко не утешительным. Они полагали, что он был вовлечен в незаконную деятельность и бесследно исчез. Это открытие пролило свет на то, почему мать Мэгги, возможно, чувствовала себя такой одинокой. Суровая реальность того, что Мэгги была брошена на произвол судьбы, окутала Картера. Сначала из-за трагической кончины матери, а затем из-за исчезновения отца, Мэгги осталась одна в этом мире, и это путешествие стало свидетельством глубокого одиночества и уязвимости. Осознание этого факта тяжелым грузом легло на Картера, сформировав у него непоколебимую решимость обеспечить лучшее и безопасное будущее для Мэгги. Годы спустя, когда смех Мэгги наполнял их дом, Картер, ставший теперь ее официальным крестным отцом, часто вспоминал об их путешествии. Он был поражен тем глубоким влиянием, которое она оказала на его жизнь, изменив его так, как он и представить себе не мог. Он понял, что их история была не только о том, как Мэгги нашла дом, но и о том, как он нашел цель в жизни. Это было свидетельством неожиданных поворотов судьбы, непоколебимой силы сострадания и преображающей красоты заботы о другом человеке. Найдя Мэгги, Картер не только помог потерявшемуся ребенку, но, в свою очередь, обрел более глубокое чувство связи и сопричастности, которое навсегда изменило его. Их связь стала маяком надежды, освещающим путь к светлому будущему для них обоих. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.